Дорогие друзья, здравствуйте! Вас приветствует канал Димаш Сан-Франциско. И мы сегодня хотим делать реакцию на песню «Грешная страсть». Вы знаете, что Платон периодически смотрит Димаша, что-то смотрит, что-то не смотрит. Вот «Грешную страсть» он говорил, что он не смотрел никогда. Сейчас будет его первая реакция на эту песню. Платон, вы готовы? Да, всем привет. И сегодня первая моя реакция. Ни разу не видел. Казахстан всегда гордился и гордится своими талантами. Сейчас на сцену выйдет представитель уже нового поколения казахстанских звезд. Парень раньше нас, друзья, с вами понял, где больше зрителей, поехал в Китай. И, между прочим, там, внимание, победил в проекте «Голос». В Китае человек из Казахстана победил с хитом А-студио «Грешная любовь». Впервые на новой волне. Прорыв года. Димаш Кудайбергенов. С песней «Грешная страсть». Платон, вы сейчас услышали о том, что Димаш победил «Голос», китайский «Голос». На вас Да. произвело впечатление? Вы все-таки певец, вы знаете, что такое иметь популярность и что значит победить на китайском конкурсе. Я знаю, что я учусь в консерватории, и у нас в консерватории очень много китайцев учатся. Я даже пел с китаянкой дуэт. Вот, и для китайцев на самом деле вот все певцы СНГ, ну и Казахстан, и Россия, они вот всегда восторгались. То есть они очень любят вокальную школу пения нашу, и эстрадную, и оперную. Плюс, например, в Китае они еще очень любят именно высокие голоса. То есть в прошлый раз мы смотрели «Опера 2», как Димаш исполнял. Это же тоже было на китайском телешоу. И он там выходил за пределы уже в начало третьей октавы с тремя модуляциями. И китайцы, они всегда, ну, поражаются с вот таких вокальных данных, ну, мужских, определенно, когда мужчина настолько высоко может петь. И действительно, в Китае еще очень жесткие вокальные требования, то есть потому что там очень большая конкуренция, то есть, ну, там очень много людей, и вот. Ну, а то, что я считаю, что наши страны именно музыкально дружат, это неоспоримый факт, что, опять же, вот у нас даже в нашей консерватории очень много приезжают студентов из Китая, и потом уже с знаниями, полученными в России, возвращаются на родину. Платон, а вы знаете, что в Китае очень развита культура мужских высоких голосов? Да, я вот об этом сказал, вот про «Оперу 2», как Димаш ее исполнял. Там в Китае же Витас также популярен. Используют эти голосовые данные в своих национальных народных песнях, поймите. Поэтому у него есть такой дуэт с китайским исполнителем, где они прям соревнуются голосовыми данными. Мгм. Вот. И, ну ладно, это было к слову сказано. Дальше Посмотрим. давайте. Так, продолжаем. Ты явилась нежданно, как из лунного сна. О, если б знала ты, что мне нужна только ты одна. Линии долгие лилии, были ночи без сна, но в стуже сердце озарила, как весна. Платон, Да. начало. Как вам начало? Димаш сразу показывает свой грудной низкий регистр. У него это получается отлично. Мы видим, что особенно, ну, у него такой имеется бархатный достаточно низ.
мы видим, что эти ноты опертые, они имеют такой бархатистый тембральный призвук. Также вот лично я, например, как вокалист, я еще слышу здесь очень много в начале, много воздуха. То есть, знаете, вот это, когда он вот ты поешь, и одновременно с этим еще слышно именно выдох воздуха. Это достаточно популярный прием у вокалистов, но чтобы им овладеть, нужно много времени, сил, чтобы этот навык получить. Многие мировые звезды пользуются этим приемом, например, не знаю, та же Билли Айлиш, тоже вот у нее такой немного, она шепотом немного поет. Вот и Димаш, мы тоже слышим в начале, что у него идет именно звук с таким придыхом. Вот, потом он показывает нам вот этот бархатный низ. Ну, а сейчас мне нужно еще послушать, чтобы увидеть. Что дает вот это вот, как вы сказали, с придыханием вот этот звук? Он дает какое-то, ну, такое наше душевное состояние, да, как бы открытость к тому, что вот сейчас как-то пойдет что-то такое интересное. Ну вот как воспринимает это народ, какую имеет реакцию? Ну, я думаю, это имеет большую роль в создании драматизма, тоже в образе номера, потому что, ну, мы слышим, мы, когда слушатели, когда зрители, мы видим полноценный номер, то есть нам важно все, и актерское мастерство, и вокал, и внешность, вообще все. И, естественно, если мы откроем слова этой песни, которую он поет, песня о любви, что вот только ты одна мне нужна, то, естественно, этот способ, этот прием вокальный с придыханием, он придает драматизма, на мой взгляд, и делает номер более полноценным, более интересным для зрителя. Вы обратили внимание, что Дирс уже готовы, что сейчас будет какое-то новое шоу, ну, можно назвать это шоу, правильно? Будет что-то новое, новое исполнение и в технике, и тембрально, и какая-то новая постановка. Обратили внимание на это, что зритель уже вот готовится, что-то сейчас будет такое, что заденет их душу, что заденет их... Да. Обратили внимание на это? Да, накал страстей. Накал страстей. Да, Димаш умеет накалять страсти. Вы обратили, да, на это внимание? Да. Так, включай дальше. Долгим огнем пылать в Англии ненастье. Дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Ночь сомкнула ресницы, и вокруг тишина. Забыты звуки, руки, лица. Мне нужна только ты одна. Околдован тобою, выпью зелье до дна, и ты вернешь меня из бездны в этот мир. Только ты одна. Долгим огнем пылать в Англии в ненастье. Дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти.
Давайте остановимся. Да, я вот тут пока смотрел себе, записывал, наверное, все вокали, все 10 видов вокальной техники, которые использует Димаш в одном произведении. Ну, это, конечно, потрясает, потому что сейчас я соберусь с мыслями. Так, что мы видим? Мы видим, первое, что когда начинается часть, где вот он поет «Дай мне» в первый раз, здесь мы видим такой достаточно объемный звук. То есть Димаш поднимает заднее небо, расширивает гортань, и у нас создается такой объемный оперный звук. Вот. Причем, что сразу после этого он опять немного прикрывает гортань и возвращается к более эстрадному звукоизвлечению. Вот, то есть из такого объема он переходит потом опять в более плоский звук эстрадный, и потом опять возвращается на следующем дайме. Дальше «Ночь сомкнула». На этих строчках Димаш опять возвращается к приему пения вот, с придыхом, то есть такой шепот, что, во-первых, дает драматизма, во-вторых, показывает его способности, что он может тихо петь на высоких нотах. Очень мало вокалистов могут тихо петь на высоких нотах, потому что чем выше нота, тем сложнее связкам смыкаться, голосовым складкам, и, соответственно, сложнее эту ноту спеть тихо. То есть, когда, например, ну вот, даже вот, например, я когда пою на высоких нотах, пою тихо, у меня вот есть такой маленький риск того, что нота может съехать. Ну, в простонародье я могу дать петуха, когда вот я перестаю контролировать свой голос, ну, я еще учусь, осваиваю все. Вот, у Димаша это прекрасно выходит. То есть, если вначале мы видели вот это звукоизвлечение шепота на низких нотах, то потом это уже в середине. При этом всем он миксует это с широко открытой гортанью и поднятым небом, что формирует объемный оперный звук. И потом уже на вокализе, то есть когда начинается вокализ без слов, у нас возвращается вот этот вот контртеноровый фальцетный регистр. И Димаш здесь я себе тоже записал, я только что перепроверил, так как я не абсолютник. Димаш у нас доходит до ля, то есть до ля третьей октавы. И это, ну, я в первый раз смотрел, я прям, ну, удивился. Даже удивился не сколько там. Я уже слышал, как Димаш поет на высокой тесситуре. То есть мы с вами смотрели оперу 2, я до этого что-то еще слышал. Вот. А в этой песне ну, то есть я не ожидал такого, потому что она начиналась вообще внизу, с вот этим вот признаком. Я думал, сейчас вот будет у нас все ровно, и потом у нас вот в середине начинается вот это академическое, можно сказать, пение. Это у нас опять широко открытая гортань, это поднятое небо и контртеноровый точный звук. Хотите сказать, что он переходит с поп-музыки на оперное пение в этой песне? В этой песне он вообще использует, мне кажется, 10 видов звукоизвлечения. Ну, звукоизвлечение — это разные вокальные приемы, то есть есть там, ну, например, приемы там твэнк, это такое пение в нос, вот многие там джазовые певцы его практикуют. Есть там фальцетное пение, то есть это как раз когда он выходит там на высокие ноты, ну, это фальцет, контртенор. Есть вот это вот с придыханием пение. И в одной песне он использует очень много, получается, больше 7 вокальных извлечений, и все они сделаны хорошо, и все это уместно. То есть это не выглядит как какая-то, вот как, не знаю, делали пиццу и положили туда авокадо, томаты, ананас, шоколадку, а это выглядит, что он очень, ну, песня сама написана с умом. Вот я не знаю, кто ее писал,
Сам Димаш. Студио. Кто еще раз? А-студио писал песню, Серкибаев, не даст, я не помню имя. В общем, это Ермека Серкибаева, известного нашего оперного певца Ермека Серкибаева, сын Байгали Серкибаев. Это он написал эту песню. Вот. Ну, эта песня давно звучала, она была в репертуаре у Ватера, но потом вот ее перепел Димаш. Кстати, я смотрела на ваше лицо все это время. Сначала у вас было лицо таким вот, ну, достаточно строгим. Потом, когда он перешел на высокие ноты, у вас лицо подобрело, глаза так вот. Вы немножко, у вас был удивленный такой вид. Да, да, да. А что, типа, теперь ты переходишь на другие ноты прямо здесь, сейчас? Да, это так было? Да, да, то есть я не то чтобы я не слышал, как Димаш поет на такой высокой тесситуре, и что он умеет так петь. Я это слышал, но здесь это настолько грамотно еще в этой песне сделано. Ну, вот мне эта песня больше, чем «Опера 2» нравится. И сейчас я вот думаю, хотя первый раз слушаю, добавлю себе в плейлист. Вот, Что вас, да. что вас удивило, когда он переходил из одной тональности в другую? Меня удивило, что в одной песне очень много способов звукоизвлечения. То есть в одной песне у нас есть и опера, и эстрада, и фальцет, и шепот, и бархатный низ. И я уже не удивлюсь, если там к концу, не знаю, джаз начнется. Послушаем. А может быть, вы Да, там. давайте послушаем. Мы видим в зале Игоря Крутого, что я заметил сейчас. Да, и уже Там у Игоря Крутого. И посмотрите, как фанаты бегут к Димашу и дарят цветы. Это заслуженно? конечно, ну да, конечно, заслуженно. Это А, впечатлило вас? Это впечатлила эта песня вас? да, и конец песни тоже, когда Димаш уже переходит, куда он переходит? По-моему, он переходит уже на ре, третья, я уже запутался, какой там октавы, а бэк-вокалисты продолжают петь основную ритм песни. Да, и ну вот я сейчас смотрю на весь номер целиком, опять, вот я как слушатель, все, вот представим, что я не вокалист, я просто слушатель, оцениваю в первый раз. Сам номер построен тоже впечатляюще. То есть даже там, не знаю, работа со светом, вот этот вот синий свет, большая сцена, музыканты, бэк-вокалисты, клавишник, бас-гитара. Все это создает огромное впечатление и того, что ну, Димаш, единственный вокалист, он совсем справляется, как мы видим. То есть бэк-вокалисты, они поют основную часть только тогда, когда он там уже на третью октаву переходит в фальцетный регистр. И, ну, Ну вот, потрясающе. на самом деле, он на самом деле по жанру перешел уже на джаз там. Нет, 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 это я сказал, это я просто сказал, что В одной из реакций кто-то сказал, что это и есть часть джаза. Да, вот он, помните? ну, это, ну, вот эти вариации. Сейчас. Ну, это такой, можно сказать, немного блюз-ритм, но я бы не назвал это именно джазом. Вот.
Это просто фальцетные, так сказать, украшения. То есть это вот как очень красивые фальцетные крепкие украшения. Все-таки, ну, стиль песни, несмотря на то, что Димаш использует миллион способов звукоизвлечения, от оперы, шепота до фальцетного регистра, в любом случае жанр песни, ну, остается жанром песни. То есть, вот. Но номер поставлен потрясающе. А вы знаете, что очень многие, почему люди восхищаются этим номером, я имею в виду профессионалы, потому что он здесь показывает высокий уровень дыхания. Это так? Да, да, спасибо, что напомнили, я тоже об этом не сказал. Как-то насмотрелся на Димаша и навострил уши для способов звукоизвлечения, да, про дыхание. Да, если посмотреть, он действительно ну, мало дышит, то есть ему хватает дыхания, он вдыхает, и то есть есть вокалисты, которые, знаете, они там поют «Дом мой достроен, но я в нем один», хлопну, то есть не хватает им дыхания, они постоянно перехватывают. Димаш берет, он правильно распределяет дыхание, несмотря на он же плаванием, как я понимаю, в детстве занимался, да? Вот я. Это не то, что любимый его вид спорта, это Ну ну, да, в любом случае, ну, я не знаю, продолжает ли он сейчас, но дыхание очень развито. То есть как раз плавание, бег, ну, вообще любой спорт, оно, ну, расширяет объем легких. Но объем легких это одно, можно там быть с большим объемом легких, и тоже тебе не будет хватать дыхания, потому что ты будешь как раз очень много выдавать воздуха. Вот, кстати, вот как в начале, когда Димаш вот с придыхом поет, это как раз вот он выдыхает воздух. Тут он чуть больше расходует, чем уже там в середине и в конце песни. А в середине и в конце песни он действительно мало перехватывает дыхание, берет, ему хватает на несколько музыкальных тактов, так как он очень хорошо работает со своим объемом легких, он его знает, правильно работает диафрагмой, это такая перекладинка между легкими и этим желудком. Вот, и главное, не передавливает. То есть он вот на фальцетном регистре нет вот такого, что типа вот нет вот этого, когда вокалист там давит слишком много, то есть все легко, все льется, и как раз эта легкость, она тоже позволяет вот эти вариации в конце спокойно делать. Та-та-та-та-та. Вот сейчас я уже не напою. Вот. а вот скажите, пожалуйста, а вам вот по драматургии, опять же, вы заметили, обратили внимание, что здесь он включает какие-то национальные звучания? Вот, например, у нас, у казахов, есть песни, когда, допустим, трагические песни, да, мы применяем. И вот там как раз вот это звучание, плач и так далее, вот какие-то вот такие звуки, и он также туда, в песню включил. Ну да, последние вариации, ну, я не очень знаком с музыкальными мотивами Казахстана, к сожалению. Вот, но это действительно, ну, как я уже сказал, украшения, построенные по пентатонике в музыке. И я думаю, в этом есть, конечно, элемент народного творчества. А вот как вам вообще народное творчество? Он же даже включил элемент песни туда, в часть, тогда, когда он начинает вот это длинный вдох, и при выдохе, Да, вариация. да, вот эта часть, вы знаете, да, что за часть народной музыки? Никогда не Нет, к сожалению, я не думаю, что здесь взята вот прям конкретная какая-то часть, вот какое-то произведение, которое существовало и полностью скопировано. Я думаю, что это написано именно в стиле. То есть, ну вот как, не знаю, художник пишет картину в стиле эпохи Возрождения. Это не значит, что это будет копия какой-то. То есть это в стиле написано этого музыкального творчества. То есть, получается, Димаш просто-напросто вкрапил или включил народное творчество. Мало того, что он кусочек включил,
народное творчество, казахское народное творчество в целую песню, он еще и применил звуки, вот когда вот в конце он применил вот эти вот звуки. Я же говорю, что у нас есть у казахов такие вот трагичные звуки, когда, ну вот если говорить по большому счету, вот человек, когда уходит, умирает человек, в это время женщины должны как бы оплакивать, и они плачут, рыдают вслед человеку, уходящего человека. То есть человек, который умер, его уносят, и женщины рыдают таким плачем. Вот, вот, вот он, Димаш, он, значит, это использовал. Видите как? И это, безусловно, имело эффект на зрителя, да, нашего Да, народа. да, конечно. Это вот, не знаю, ну, как плач Альмиры там из оперы. Вот, очень много где есть вот в академической, кстати, музыке вот тоже похожие элементы. Эрик Курмангалиев же тоже, по-моему, использовал такие элементы, да, в своем пении. Ну, Эрик Курмангалиев, у него не было своих песен, он пел в основном академические, то есть произведения. Ну да, конечно, если взять вот что он пел Ратмира, да вот даже там, не знаю, вот Эрик Курмангалиев пел вот это «Чудный сон живой любви, будет жар в моей крови». Вот это вот. Это же тоже народный мотив. Вот. Серьезно? Мы никогда бы не задумались, что, оказывается, Эрик Курмангалиев в оперную арию Ну, классическую это не Эрик Курмангалиев написал, то есть он это пел, это написал Михаил Иванович Глинка, это русский композитор. он скропил, он включил народное звучание в эту песню. Правильно? Ну да, если мы посмотрим там на творчество композиторов, которых пел Курмангалиев, то есть это, не знаю, от Россини до Глинки, то все оперы, они же писались на какие-то сюжеты, вот, и Ратмир — это Руслан и Людмила. Вот, и, ну, там вот именно мотивы русского народного творчества, то есть это везде есть, это часть музыки, то есть, ну, я считаю, что если ты там пишешь песню, исполняешь песню, в любом случае ты будешь вот писать песню, руководствуясь на том, что ты когда-либо слышал. То есть в нашем мире уже столько музыки, что всегда, когда ты что-то пишешь, тебе в голову что-то придет, что будет связано с тем, что уже кто-то это писал. То есть народное творчество и все это, ну, так музыка устроена, в особенности классического. Ага, Платон, а у вас, вы сегодня для себя вы что-то почерпнули сегодня? Это для вас, вы теперь сказали, что включите в свой список прослушивания, да, эту песню? Да, 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 я уже добавил. Да, мне очень понравилась эта песня. Вот, я еще раз пересмотрю для себя, уже, наверное, с точки зрения студента-вокалиста, может быть, подсмотрю несколько приемов у Димаша, вот, ему не рассказывайте, вот, и Вас, оказывается, уже учит вокальному пению. Мы не знаем, но многих уже учат вокальному пению. И включительно и вас теперь будет учить. ну да, поэтому обязательно себе добавлю. Вот, и ну, номером я поражен. Я прям увидел что-то такое. Ну, я так как не видел его, я увидел что-то свежее, мне прям как-то хорошо стало, не знаю, получил удовольствие. Платон, я хотела бы поблагодарить вас за эту реакцию. Вот. И я думаю, что еще мы будем делать впереди. У нас будет много других реакций. Скоро выйдет новая песня Димаша, буквально завтра. Будет даже пресс-конференция на эту песню. Там он в каком-то образе, какой-то вампир, что ли, что-то в этом духе. Это будет завтра. Но мы с вами не обязательно будем делать реакцию завтра, можно делать реакцию попозже. Вас, дорогие друзья, я хотела бы пригласить на встречу. Я организовываю Zoom встречу по песне «Грешная страсть». Если у вас есть стихотворение, песни, или вы можете что-то нам рассказать, может быть, какие-то эпизоды жизненные у вас есть, и вы могли бы нам
вот рассказать о каком-то жизненном вашем эпизоде, связанном с этой песней. Или, может быть, эта песня напоминает вам какую-то историю в вашей жизни. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему Zoom. Я оставлю сегодня под видео ссылочку на Zoom встречу. Она произойдет буквально скоро. Все данные, время, когда, во сколько, все это будет написано. Будет учтено также время ваших стран, там, где вы находитесь. Так что, друзья, присоединяйтесь к нашей Zoom-встрече. А Платону мы скажем спасибо. Если Платон захочет участвовать в этой Zoom-встрече, пожалуйста, welcome, добро пожаловать на нашу Zoom-встречу. А сейчас я хотела бы всех поблагодарить, в первую очередь Платона, и сказать всем до свидания. До новых встреч, друзья. Спасибо большое, до свидания.